Всем привет! Сегодня я хочу немножечко переделать свою прихожую, точнее часть ее. Шкаф у нас большой есть, там хранится сезонная одежда. А вот эту часть я хочу немножечко переделать. У нас вот такая вешалка не очень удобная и громоздкая. Вот здесь вот я хочу на стену повесить вешалку для одежды, именно тоже по сезонам, а внизу хочу сделать банкетку. Размеры стены у меня нестандартные, поэтому я решила сделать все сама. В Леруа Мерлен я приобрела строганный планкет. Размеры у него 2 метра в длину, 20 миллиметров в толщину и 96 миллиметров в ширину. В самом магазине я распилила их на две части, чтобы можно было увести. А сейчас я подравниваю таким образом, чтобы все доски были одного размера. У меня получилось в районе 90 сантиметров. У своей вешалки я хочу немножко закруглить края, чтобы смотрелось более эстетично и красиво. Беру обычную пластиковую крышку от пластикового контейнера, рисую, намечаю, где буду делать рез. Также лобзиком я все это срежу и обработаю уже шлифовальной машиной, чтобы не было зазубрин. Также планкет я обрабатываю наждачной бумагой, фракция у меня 120, чтобы краска легла лучше и была гладенькая. Честно говоря, не засняла, что-то камера у меня сплоховала. Для держателей я сделала вот такие вот. Это для верхней полки, они будут вот так устанавливаться, для шапок, для чего-то такого, мелочей каких-то, которые я буду крепить на саморезы и на клей. Сделала вот такой вот, нарисовала своими руками вот такой вот трафаретик. И вырезал лобзик. Пилку для лобзика я взяла для фигурной резки, она тоненькая, и поэтому очень хорошо отпилилась. Проблем не составила. Далее отшкурила, стандартная шкурка, мелкая, по-моему, у меня 120-я. Она хорошо шлифует, и поэтому краска ляжет хорошо. Также я из фанеры, у меня толстая фанера, там, по-моему, сантиметр, 10 миллиметров, вырезала две вот такие планки по размеру нашей стены. Это будут держатели, они будут держать сами досочки, которые будут идти вертикально, на которых будут висеть крючки. Вот эти две досочки я отпилила и отшлифовала также шкуркой. Так как у меня для полок, к сожалению, деревяшек не хватило по той ширины нужной и длины, я буду также использовать для полочки сверху, да, это даже облегчит немножко саму конструкцию. Я буду использовать фанеру 10 миллиметров. Сейчас я буду отмерять от фанеры размер, который будет у меня размер полки, и распилю циркулярной пилой. Все детали я подготовила, и теперь начинаю сборку самой вешалки. Два планкета кладу по бокам, сверху накладываю держатель самой вешалки, эти держатели будут у меня сзади, чтобы их сильно видно не было. Выравниваю вот таким образом дополнительной доской, чтобы края самих планкетов упирались и было ровно. Высверливаю отверстие пока по одному и вкручиваю саморез, чтобы можно было в дальнейшем, если что-то криво пойдет, чтобы можно было двигать. Когда я уже установлю ровно полностью всю вешалку, когда установлю все планкеты, я уже буду вкручивать дополнительные саморезы, чтобы конструкция уже держалась крепко. И не забывайте, что обязательно нужно высверливать небольшие отверстия маленьким сверлом, чтобы при вкручивании саморезов дерево не лопнуло. После того, как я прикрутила две боковые доски, подкладываю уже оставшиеся две, выравниваю их, чтобы все было симметрично. Также я вкручиваю по одному саморезу, чтобы потом можно было немножко двигать и выровнять окончательно.
Вот такая вот конструкция в виде заборчика у меня получилась. Сейчас я буду крепить держатели для верхней полки, которые будут использоваться для головных уборов. Вымеряю, где я буду высверливать и загонять саморезы. Для удобства всю конструкцию я положила на стол и шуруповертом вкручиваю саморезы каждого держателя для полки. Примеряю верхнюю полку и так же, как все остальные, перед тем, как саморез вгонять, я буду высверливать отверстие, чтобы не повредило и не раскололось дерево. И вот предварительный результат моей будущей вешалки. Я решила не заморачиваться, приобрела вот такие вот держатели, петли. Буду их крепить вот таким образом. Тут еще подумала о том, что, может быть, прикрепить третью для того, чтобы держалась лучше. Вот, наверное, вот таким образом сделаю. Сейчас я просверлю отверстия небольшие, чтобы доска не лопнула. И загоню уже саморезами и прикручу эти петли. Так, по бокам я буду вот такие вкручивать саморезы, они подлиннее. А посередине вот такие маленькие, потому что пройдет сквозь фанеру. Шуруповертом я не до конца вкручиваю, чтобы не перетянуть, а потом в дальнейшем я просто добиваю уже отверткой. Перед покраской вешалку я буду покрывать грунтом. Грунт специально для дерева. Грунт просох у меня за несколько часов, и я нанесла краску. Процесс покраски я не стала снимать, на самом деле все прекрасно знают, как это делать. Брала вот такую вот краску. Краска интерьерная, супер белая, подходит для внутренних работ без запаха. Краска моя просохла, теперь я буду прикручивать крючки, которые я также приобрела в Leroy Merlin. Сейчас примеряю, также делаю засверливание. И буду прикручивать саморезами. А на нижнюю часть я решила прикрутить вот такие маленькие крючочки. Это для того, чтобы ребенок мог повесить свою сменную обувь, и либо повесить можно было сумки. Единственное, что у меня были всего 2 крючка. Далее я уже заеду в магазин и докуплю еще 2. Повешу также снизу. Ну что, вот такая вот вешалка у меня получилась. Осталось только засверлить отверстие в стене и повесить ее. Им можно смело пользоваться. В этот раз я попросила мужа высверлить отверстие в стене и помочь мне повесить эту вешалку. Естественно, предварительно я отметила, где будет висеть вешалка, оставила разметку, и по ней уже мой муж высверливал отверстие в самой стене. И вот окончательный результат моей вешалки. Надеюсь, вам понравилось. Если кому-то будет интересно, в описании напишу все размеры и цены.